Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина, я таролог, магистр психологии, просто женщина, просто человек. На моем канале вы всегда услышите искренние, добрые слова поддержки. Добро пожаловать! Тема сегодняшнего расклада. Сплетни о тебе. Что нового на форуме твоих недоброжелателей? Советую досмотреть видео до конца. В конце, помимо совета карт, будет совет психолога. Пока вы строите свою жизнь, за вашей спиной работает целый цех по производству слухов. Прямо сейчас несколько человек обсуждают одну вашу недавнюю ситуацию, перекручивая факты так, чтобы выставить вас в самом невыгодном свете. Досмотрите до конца, вы узнаете, какая именно подробность вашей личной жизни стала главной темой этого форума. Кто из тех, кому вы доверяли, внезапно стал главным поставщиком информации для ваших врагов. Сплетни – это налог на яркость. Если о тебе говорят, значит твоя энергия задевает чьи-то скрытые комплексы. Итак, какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Это у вас тут... Вау, что это такое? Ограничение, токсичность, разбитое сердце. Какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Сразу показано мне в прошлом ваши какие-то ограничения, состояние как в клетке. Как будто бы не можете выйти за эти ограничения. У кого-то ограничения, тут и токсичность, и разбитое сердце. Неудача в личной жизни, давайте так. Может быть, ограничения это материальные у кого-то это болезни близких, может ваши. В принципе, какое-то ваше состояние в прошлом, оно довольно-таки длительное, мне показано. Это токсичное, как будто бы ты не управляешь своей судьбой, не можешь в полной мере планировать. Все, чего ты хочешь, оно как будто бы пока не реализуется, большая часть того, заветная часть. Невозможно из-за... У кого-то это объективные ограничения. Но это разбивало вам сердце. Ощущение «я несчастлива». При этом, это больше в прошлом, девочки. Сейчас как будто бы вы нащупываете по карте компас, только пытаетесь найти, может быть, то у кого-то ту сферу, да, какую-то нишу, которую бы вы хотели занять, чем бы вы хотели вот заниматься, реализоваться в чем. У кого-то это вы уже опыт проработали, общение с мужчинами, вы уже знаете, с какими вам не по пути, каким типажом, да, с какими мужчинами лучше вообще не пересекаться, не общаться, и не пытаться выстраивать взаимоотношения, а какие мужчины, в принципе, пригодны, прекрасны для построения тех взаимоотношений, которые вам нужны, да, у каждого же разные запросы. Опять-таки, по карте компас, тут рядом девочка с завязанными глазками, вы только начинаете, как будто эту повязку своих глазок снимать, может быть, узнавать саму себя. Вполне возможно, тут если какие-то ограничения были, то, может быть, закрывали вы потребности чьи-то, растворяясь, может быть, у близких, родных даже, где-то забывая о себе. Тут как будто бы женщина начинает познавать саму себя, может быть, самой себе задает вопросы. А хочу ли я, допустим, чего-то, да, к чему там меня там пытаются, ну, скажем так, склонить, да, к чему меня там призывают, да, как-то так вот, скорее всего, женщина начинает задать вопросы самой себе. Какая я, какие мои потребности, какие мои мечты, желания. Тут вот так, больше о себе начинает задумываться. Но пока еще только это как проблески. Какая вы, на самом деле, очень свободолюбивая. И для вас сейчас на первом месте, скорее всего, не страсти какие-то там стоят, а тут финансовая свобода. Вот тут вот не зря свобода и финансы. И тут карта ограничений. Для кого-то вы понимаете, финансы сами по себе это прекрасно, но еще более замечательно то, что финансы могут дать вам эту свободу. Свободу самовыражения. Элементарно даже у кого-то финансы могут дать тоже желанное исцеление, может быть, помощь близким тем же, да. У кого-то это элементарно финансы, вы хотите быть независимой, хотите делать то, что вы хотите, и при этом иметь вот эту вот
подушечку материальную, да, безопасности. Подушечку безопасности, вот как-то так. Опять-таки, у кого-то вы хотите заниматься любимым делом, дабы это дело еще приносило ну, денежные, да, какие-то бонусы, скажем так. Помимо того, что это радость вам должна приносить, желательно, чтобы это еще и как-то монетизировалось. Вот какая-то ваша такая сигнификация у меня вышла. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, сплетни о тебе. Главная новость. Тема последней сплетни. Работа, любовь или деньги. Что по поводу вас тут новое придумали? Тема последней сплетни. Так, кто придумал этот сюжет? Женщина, мужчина или группа лиц? Искажение правды. Что в этой истории правда, а что наглый вымысел? Что правда, а что вымысел? Вот так скорее. Давайте смотрим, что цель сплетни, чего не хотят добиться, поссорить тебя с кем-то или просто испортить тебе настроение. И совет карт, как тебе реагировать или эффектно разоблачать лжецов этих. Совет карт. Так. Тема последней сплетни. Работа, любовь или деньги. Кто распускает эти сплетни? Придумывает. Мужчина, женщина или группа лиц. Так, что в истории правда? А что наглый вымысел? Цель сплетни. Чего не хотят добиться? Поссорить вас с кем-то? Или просто испортить настроение. Ой, девочки, не туда положила. Извините, это вот сюда. Да, чего у них. А это уже совет пошел у меня карта. А это совет. Как реагировать? Как реагировать на вот эти все сплетни? Так, начинаем. Первая у нас идет тема последней сплетни. Работа, любовь или деньги. Последняя сплетня. Это касается вас, касается ваших каких-то друзей, взаимоотношений, может быть, с людьми. Карта дома. Фатально. Нерешительность. Очищение, магнетизм. Ну, давайте так. Эта сплетня может касаться, ну, вас, соответственно, да. Могут говорить о том, что у вас, допустим, дома у вас какие-то там происходят тут с домашними, с домочадцами вашими, да, какие-то тут, не буду говорить катаклизмы, но какие-то тут у вас фатальные какие изменения, глобальные, я уже не знаю, что тут у вас происходит с вашими близкими, мало ли там, ну не знаю, у каждого свое, это у кого-то ремонт элементарно, да, в доме. У кого-то может смена места работы, близких ваших, да, допустим, там или взрослый ребенок съезжает. Ну, как будто бы что-то происходит у вас дома, при этом вы можете по этому поводу переживать. У кого-то, может, там приболели кто-то из близких, родных, тоже это что-то такое может быть. При этом вот какая-то сплетня, знаете, такая, как обсуждение того, что вы можете делиться вот этими своими какими-то переживаниями по поводу того, что происходит в вашей жизни с вашими близкими, и искать не то, что там свободные ушки, а друзья, дружескую поддержку. Но опять-таки тут как-то так интересно, это сплетни, скорее всего, история о том, что вы то ли не знаете, что делать, не знаете, как себя вести, где-то как совета ищете. Почему-то вас тут показали женщиной, которая... Я даже не могу сказать, что тут какой-то сильно негативный подтекст. Тут скорее сплетни по поводу чего? По поводу того, что
вашей какой-то как это сказать, ну, вы ранимы, вы не защищены, вы уязвимы, и какой-то у вас период такой тяжелый вы проживаете, и вы тут скорее вас могут как даже пытаться не то что там поддерживать, но с сочувствием даже говорить, я вам хочу сказать. Тут будто бы вы можете делиться с одними, вторыми, третьими, карта друзья. Поддержка вам нужна очень. Вот так вот. При этом о вас все равно говорят неплохо. Тут карта магнетизм. При этом могут говорить о том, что вы, ну, тут не обязательно там что-то вы привлекательны, но вы как-то, допустим, из любой тяжелой ситуации видят, что вы можете найти выход, и вы достойно выходите. Вот. Я даже не могу сказать, что это сплетни какие-то. Ну, я не могу сказать, что тут плохое что-то. Давайте так. Странные какие-то карты такие. Даже не могу сказать, что насчет сплетен это плохо, неплохо. О чем это ваш магнетизм? Вы не поддаетесь, допустим, панике, как бы хреново не было, вы не поддаетесь, вот тут плохое настроение, карта тучи сгущаются, тут карта сущность, а вы сдерживаетесь. Допустим, приведу пример, да, допустим, на работе у кого-то из девочек там элементарно ноготь сломался, да, и у нее будет ужасное настроение, она будет срываться на всех, там еще что-нибудь. А у вас действительно могут быть по этой карте фатально какие-то проблемы в жизни, действительно они, ограничения, проблемы, трудности. При этом вас будут видеть очень выдержанным, корректным человеком, вежливым. По карте магнетизма даже уважения вы заслуживаете. Как бы хреново не было, а вы умеете себя держать в руках. Где-то сдерживать даже, может быть, злость, гнев, какие-то претензии. Угу. И тут вот так, девочки, идет. Ну, что показали, то показали. Как будто бы вот эти проблемы, которые сейчас там на вас свалились, обрушились, на вашем пути появились, у каждого свои, но они не делают вас хуже, девочки, тут очищение. У кого-то это, знаете, тоже может быть, кто-то там скажет какие-то, ну, как сплетни, да, ну, как будто бы там у всех проблемы, да, но при этом могут отмечать, что вы с этим всем нормально справляетесь. Как бы держите лицо, удерживаете ситуацию под контролем. Вот так вот мне идет. Так, следующее. Кто придумывает эти слухи? Женщина, мужчина или группа лиц? Невозможно, белая ворона. Кричать. Легкость. Рыцарь. Интересно. Тут, кстати, могут рассказывать какому-то мужчине о вас, да? Вот как собирать эти сплетни. Причем, кстати, с этим мужчиной тут как-то невозможность. Невозможность быть белая ворона. Так, кто кричит? Книга. Тут странно. Тут может интересоваться вами какой-то мужчина, ну, рыцарь. Внешне он создает амплуа, тут карта одуванчик, легкость, книга мудрость, то есть образ создает очень неглупого мужчины, который по карте одуванчик может найти подход к любому, легко сходится опять-таки с людьми и такой общительный, веселый. На самом деле тут внутри абсолютно не такой мужчина. Карта рыцаря, он может быть очень агрессивным. У него даже вот эти вот какие-то, не знаю, как вам сказать, припадки агрессии, если можно так сказать. Он может быть очень несдержанным. Но он всячески понимает, что это нужно в себе гасить. Это не привлекает, а привлекает вот такая легкость, типа рубаха парень. Свой, простой, общительный, вот такой. Кстати, какой-то вот мужчина, вот он таким является, но ему сейчас очень плохо. И почему-то вы с ним то ли не общаетесь, то ли невозможно общаться.
невозможность общения. То ли он вас до конца таки не понял и не понимает по белой вороне, то ли, ну тут как ваши пути дороги разошлись. Ему плохо, больно, больно плохо. Может быть, после общения с вами это какое-то нестандартное было взаимодействие. И тут мужчина мог, кстати, увлечься психологией. Ну, не буду говорить за эзотерику, нет, тут книга, знания, может даже переоценка ценностей какая-то произошла. Ну так вот, вот этот мужчина, кстати, может, как эти какие-то новости о вас, они стекаются, сплетни, он может их поддерживать, распространять. Он очень интересуется вами. Вы ему интересны. Все, что с вами происходит, ему интересно. Так, и искажение правды. Что в этой истории правда? Правда. Страхи прошлое, сейчас неустойчивость. Что правда, что правда, что правда. А что ложь, наглый вымысел. Ну давайте так, правда, что в этой истории правда. Правда то, что какие-то тут страхи из прошлого, ну, соответственно, это вас как-то касается, они сейчас не дают вам в полной мере почувствовать себя устойчиво. Вы чувствуете себя вот этой вот барышней, которая сидит на жердочке, а рядом какие-то вороны, в любой момент вороны эти взлетят, а вы можете шандарахнуться. В принципе, какое-то неустойчивое положение. У кого-то это материальное тянется, а у кого-то это вот эти вот страхи. Это страхи, это боязнь, может быть, даже в новое что-то идти. Но если мы рассматриваем как вот эти вот слухи, да, а слухи это по поводу того, что в вашей жизни там что-то происходит, действительно, то тут правда, что действительно вот то, что в вашей жизни происходит, это не добавляет вам устойчивости. Действительно есть неуверенность в завтрашнем дне. При этом если у кого-то и правда там действительно какие-то там на вас обрушиваются какие-то полоса препятствий, неудач, то карта наказания, при этом вы на это все правда, что вы на это реагируете как ребенок, искренне и верите в лучшее. Может быть, настроены на то, что все изменится. Ну, то есть эта полоса пройдет. Ну, мне так идет вот. Ну, правда есть. Часть правды в том, что у вас сейчас происходит то что-то такое, может быть даже то, что меняет вашу жизнь кардинально. Так, дальше смотрим. А что ложь? Что ложь во всей этой ситуации? Ну, ложь, сразу говорю, что ваше какое-то тут состояние, может быть, токсичное, депрессивное, при этом карта самобичевания, что вы тут сами себя можете накручивать за что-то, сами себя истязать. Мне тут показано, что вы, ну, по-другому вы как-то это все реагируете на это. Ну, а ему кажется, что тут вы изначально себя очень накручиваете по поводу чего-то. Так. Цель сплетни. Чего хотят добиться? Поссорить тебя с кем-то, просто испортить настроение. Баланс, теневая, цель сплетни. Настроена. С одной стороны, показать, рассказать, что в вашей жизни не все так прекрасно и замечательно, как может быть. Вы знаете, где-то там человек слышал, что у вас все хорошо, да, а тут он из других источников услышал, что не очень хорошо. И тут человек как-то баланс старается показать, что у вас по-разному бывает, черное, белое. Ну, не, как будто бы он не может эту информацию утаивать, даже не то, что утаивать, он должен это как будто бы озвучить, что цикличностью, не все у него так хорошо, у него по-разному бывает. И жизнь у нее не такая там прям замечательная, карте подарок, а по карте смерть, вот разрушение, в жизни бывают и тяжелые времена. Вот у нее бывает и черное, и белое, вот дуальность, да, вот как-то так. Больше показано цель это
донести, что, ну, опять-таки, может быть, даже самоутвердиться, что если у него не очень хорошо, то и показать, что у вас тоже не все так четко и замечательно. При этом, повторюсь, человек все равно подчеркивает, что вы достойно проходите эти какие-то испытания, которые на вас обрушиваются. И совет, как реагировать на эти сплетни, игнорировать или эффектно разоблачать лжецов. Так, карта морали. Это с открытыми ладонями, не нужно ничего там манипулировать, перекручивать. Посланник высших сил у меня. Это добро, свет нести, беременность. А это о чем такое? Безумие, болото и неравенство. Но вам говорят, знаете, если вы будете опускаться до уровня тех же сплетен про этого человека, про этих людей, вы знаете, допустим, о ком это, да, это какое-то, вам говорят, безумие, это как в болото погружаться, зачем вам в это? И вы в этом, вы проиграете. Почему неравенство? Потому что эти люди сильны в этих каких-то манипуляциях, в этих гадостях, многоходовках. Ну и зачем вам в это все погружаться? Вам говорят, иди другим путем, больше делай акцент там на своих каких-то мечтах, фантазиях, реализуй это все. Карта мораль, открытые ладони, неси добро, свет. Ты совершенно другой человек, тебе не нужно скатываться в вот эту чернуху. Наоборот, тут что-то планируй, уделяй больше времени близким, родным, людям, которые, ну, с тобой на одной волне, которые, знаете, что вам отвечают добром также, поддерживают вас. Скорее тут занимайтесь чем-то, ну, тем, что вас развивает. Карта беременность, какие-то, может быть, опять-таки, планируйте, может быть, новые проекты, вот больше туда энергии направляйте. Да, не давайте этим людям подпитываться вами. И совет психолога: сплетни — это налог на яркость, которую платят те, кто не боится быть собой. То есть вы платите этот налог. Психологически люди обсуждают вас только потому, что их собственная жизнь слишком пресна по сравнению с вашей. И пока нет, они, эти люди замечательные, тратят время на создание легенд о вас, вы тратите время на создание вашей реальности. Вот я об этом. Не теряйте это время и эти ресурсы. Чем громче этот шепот за спиной, тем дальше вы ушли вперед. Позвольте им говорить, это их единственный способ прикоснуться к вашей легенде. Все, мои хорошие. Удачи! И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.